Друзья, начинаем новую рубрику «Ответы на вопросы». Вот вчера мне Денис Мус-07 задал вопрос, как именно я привязываю планку, что она у меня очень легко распутывается. Дело в том, что я всегда использую вот такой тип привязки. То есть после того, как я покатался, я не сматываю планку сразу, а сначала делаю вот такое Т-образное соединение. И после этого очень легко привязываться. То есть вам не нужно распутывать планку. Вы просто откидываете чекин-луп, откидываете резиночки, но стропы с планки не сбрасываете, а делаете следующее. Скидываете, метр-два, потом берете под мышку вашу планку, а дальше соединяете узлы. На габрине здесь защита от дурака стоит, то есть здесь не попутаешь. Вот серая сбоку, то есть вот серый мы привязываем всегда к концу. Здесь узелок, здесь петелька. Накинули, закрыли. Вот этот, соответственно, идет здесь узелок, здесь петелька. Это идет на центральную сторону. И главное здесь не перепутать стропы. То есть вот вы их как держали, чтобы они между собой не перепутались, так и держите. Желтую накидываем сюда. Центральную накидываем сюда. И все, у вас уже планка распутана. То есть, в принципе, когда я катаюсь один, а такое случается, к сожалению, в последнее ковидное наше время часто, дальше я беру кайт, захожу в воду и там самозапускаюсь. Я не люблю самозапускаться с песка, потому что здесь может быть ракушка, коралл, то есть вы можете поцарапаться. Если у вас есть какие-то сомнения в том, что вы правильно распутались, вы можете скинуть стропы и просто их натянуть. То есть вот я отхожу. Вот, натягиваете стропы, ну и просто убеждаетесь, что у вас они между собой не перепутаются. Вот эта стропа свободна. Соответственно, осталась вот эта стропа. Здесь иногда они откручиваются. Но это все очень легко скидывается в воде. Это все, вторая свободна. Пойдешь кататься? Да, пойду. То есть, в принципе, это можно и в воде делать. Так что пользуйтесь. Сейчас я покажу, как я сматываю. Да, вот тоже важный момент. Сейчас я это блогерские дела доделаю. Не, я на свою. На свою? Мне хватит, конечно. Значит, смотри. Да, попробуй. Короче, вот смотри, как я сматываю планку. Здесь тоже есть небольшой лайфхак. Значит, вот эту требуху я наматываю до того момента, пока не начнутся стропы. Вот стропы начались, когда я их накидываю вот сюда, а дальше я перехватываю планку, вот эту всю требуху оставляю со стороны рогов, а дальше наматываю вот сюда. То есть обратите внимание, стропы вы мотаете не со стороны рогов, а сзади. Тогда их потом проще скидывать будет. То есть вы покатались, да, представьте, начинаете сматывать планку, у вас стропы распутаны, все хорошо, вы подходите к своему кайтингу и обратная последовательность. Планку под мышку взяли, отцепляете сначала боковую стропу, отцепляете центральную, накидываете на нее вот так петлю, затягиваете, чтобы они не перепутались. Потом вы отцепляете вторую центральную стропу, прикладываете ее рядом с этой, вот так, и отцепляете заключительную боковую стропу. Вы ее скидываете и одеваете вот сюда, вот на этих два узла. Вот так накинули, затянули. Все. Смысл в том, что у вас стропы никогда так не запутаются между собой. Все.
Это называется Т-образное соединение. Видите, буковка Т получается. Ну и все, дальше вы просто берете спокойненько, доматываете планочку. И в следующий раз можете быть абсолютно уверены, что она у вас распутана. Поэтому вы можете запускаться с лодок, с воды, как угодно. Если вы сомневаетесь в этом способе, то сначала потренируйтесь на берегу, вот как я сейчас сделал. И только когда вы будете уверены, что у вас ничего не перепутывается, вы все правильно делаете, только после этого используйте это в боевой обстановке. Дальше накидывайте резиночки. Смотрите, чикенлупчик вот так красивенько. Раз. Вот здесь два. И смотрите, как у нас все аккуратненько смотано. И вот они, эти узелки, они всегда готовы. То есть я сейчас беру планку, беру кайт, иду на воду, там цепляю и спокойненько уезжаю. Так, ну все, теперь попробуем систему в действии. Сейчас я привяжу стропы, возьму кайтик и запущусь самостоятельно с воды. Итак, скидываем стропы. Планочку под ручку. Сначала желтый у нас идет, видите? Здесь самое главное, вот когда цепляете, не запутаться. То есть в этот момент вы можете перепутать стропы, поэтому будьте внимательны. Зацепились. Все, планка у нас полностью готова. Теперь цепляем чикенлуп. Трапецию я, к сожалению, сегодня не взял, поэтому вот приходится таким вот способом выкручиваться. Но это тоже работает, потому что есть же шорты трапеции, но это примерно вот то же самое. Все, это будет у нас за трапецией. Теперь берем кайтик, заходим в воду. Заходим на достаточную для старта глубину. Нога у нас сейчас 90. Видите? Плывет. Значит, уже, наверное, отсюда можно стартануть. Дожидаемся, когда уедет вот этот товарищ. То есть есть смысл в том, чтобы завалить мачту. Давай, давай, родной, уезжай. Ага. Все, мачту завалили. Ставим ноги. Ну, ветерочек тут, да? Понятно.
Давай.